Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Как вы уже поняли из названия, сегодня пойдет речь о птичках, а точнее об одной необычной, наглой птице, которая настолько прожорливая, бесстрашная и дерзкая, что иногда словно голодный зверь бросается на своих сородичей, а порой эти летучие морские пираты поедают более мелких пташек, голубей и даже змей. Не будем долго затягивать, а начнем как всегда с нарезки. А теперь поехали! Если вам понравилась нарезка, поддержите лайком и подпиской на канал, а мы продолжаем. Итак, чайка, или как еще их называют летучие пираты. Почему же пираты, спросите вы? А все потому, что это практически вечно голодные попрошайки, которые любят получить легкую добычу от туристов и отдыхающих. Мы подлетим к ним, закричим, и все, что они выбросят за борт, мы съедим. Может, нам стоит самим раздобыть еды? На самом деле эти птицы действительно отличаются сложным и задиристым характером. Например, некоторые могут вырвать ваш перекус прямо на лету из рук. Плюс постоянные драки между собой за лакомый кусочек. А иногда чайка может перекусить даже кроликом или белкой. Семейство чайковых включает в себя огромное количество видов. Конечно, не все из них такие задиры и любители получить бесплатную и легкую пищу. В первую очередь это хищная птица, которая тоже умеет и вынуждена охотиться. На одной прикормке туристов не проживешь, поэтому чайки ловят разную живность. Например, моллюсков, крабов, рыбу, насекомых и даже грызунов. Не против чайки полакомиться и падалью. Часто бывает, что пищи очень мало и охота не задается. Тогда эти пташки могут разорять чужие гнезда, поедать яйца и даже других мелких птиц. Далее посмотрим несколько роликов, как чайка разделывается с голубями и не боится сразиться с пеликаном за рыбу. Давайте посмотрим размеры некоторых чаек. Обычно морские представители гораздо крупнее тех, которые живут возле озер и рек. В среднем их размер от 1 до 2 кг, а в длину могут достигать 80 см, тогда как озерные чайки весят до 500 грамм. Место обитания. Вообще чайки довольно распространенные птицы и могут жить как вблизи человека, например у побережья, так и в отдаленных местах возле рек, озер и даже болот, а некоторые приспособились к жизни даже в городе и сельскохозяйственных угодьях. Например, обыкновенные чайки обитают в России, Турции, Центральной Азии и в большей части Европы. Конечно, чайки довольно опасные птицы и являются грозой крабов и моллюсков, но и у них тоже, как у практически всех, есть свои враги. В первую очередь это те же птицы, только более крупные и сильные, например орлы и коршуны. Лисицы тоже любят полакомиться птицей, и даже осьминоги иногда могут утопить чайку. Давайте теперь перейдем к нарезкам наших боев и посмотрим, на что способна чайка. Чайка против чайки. Как уже упоминалось, зачастую чайки наглые и дерзкие и любят устраивать конфликты из-за пищи со своими же сородичами. Более сильные птицы нападают и отбирают кусочки еды у слабых или молодых чаек. Начнем сразу с удивительного ролика, где чайка не просто пыталась отобрать рыбу у другой чайки, например, как здесь.
Эта чайка пошла гораздо дальше. Она схватила своего оппонента за голову и держала до тех пор, пока та не изрыгнула рыбу обратно, которая уже находилась в желудке. Только после этого она ее отпустила и урвала добычу. Удивительный ролик. Yeah. Gotcha, bitch. Смотрим следующие кадры, в котором две чайки явно что-то не поделили, и та, которая крупнее, решила наказать более слабого соперника. Схватив своего заложника за голову, она беспощадно его трепала и пыталась растерзать. Еще одна разборка двух птиц. У опытных чаек точно есть какая-то тактика. По возможности они как будто сразу стараются схватить за клюв. А вот еще одна неистовая драка по птичьим меркам. Здесь птицы настолько увлеклись схваткой, что собрали вокруг болельщиков и, не смущаясь ни прохожих, ни машин, устроили побоище, выясняя, кто же все-таки сильней и упорней. А в конце автобусу пришлось остановиться и ждать развязки поединка. Вот еще один очень похожий случай, но в отличие от прошлого ролика, даже вмешательство людей не остановило этих задир. Несколько прохожих пытались разнять этих бойцов. В какой-то момент драка зашла настолько далеко, что птицы чуть не попали под автомобиль, а одна женщина и вовсе решила выступить в качестве рефери и остановить эту бойню без правил. Она подошла к чайкам и начала бить их сумкой, пытаясь разнять. Смотрим следующее видео, где одна из чаек применила прием хвата за клюв, после чего начался ожесточенный бой. Пока две чайки бились, третья наблюдала и периодически вмешивалась в драку. Смотрим последний ролик, и здесь эти пташки не поделили кролика, которого чуть не разорвали на части. Переходим к другим пернатым. Чайка против голубя и других птиц. Голубям и более мелким пташкам сильно не повезло, если чайка решит напасть. В первом ролике городские голуби устроили пир, где кто-то разбросал остатки пищи. Вдруг неожиданно прилетел наш герой и начал распугивать голубей, и некоторым из них неплохо досталось. На следующих кадрах чайка решила покончить с голубем, которого сначала пыталась утопить, а после перенесла на берег, где уже расправилась с жертвой и принялась поедать на глазах ошеломленных прохожих и оператора. В этот раз чайке попался птенец вороны, которого отчаянно пыталась защитить взрослая ворона. Против такого гиганта вороне не справиться, и морской оператор справился с жертвой. В конце ролика решил вмешаться мужчина, и уже труп птенца отнес в прицеп автомобиля. А вот еще кадр, где чайка не просто убивает голубя, но и целиком его проглатывает без каких-либо проблем. Зачастую достается и маленьким утятам, которые становятся легкой добычей летучих хищников. Иногда происходит и такое, что чайка оказывается в роли слабого. Например, здесь она решила поплавать рядом с утятами, но бдительная мать знает, что это опасная птица, и без раздумий яростно бросается на чайку, после чего чуть не топит ее. Но в конце концов чайке удалось сбежать. А этому птенцу повезло меньше, и взрослой матери утки рядом не оказалось. Сама же чайка с легкостью проглотила птенца, еще и запив водой.
Давайте посмотрим интересный поединок, который еще раз доказывает, что чайки бесстрашны. Ведь в этот раз птица сразилась за рыбу уже с пеликаном. Последний ролик, где в качестве соперника чайки была птица, и его я оставлю без комментариев. А мы идем дальше. Чайка против белки. Подобное случается часто, но самих видео не очень много, поэтому посмотрим пару роликов с белками и один с крысой, и где вместо чайки цапля решила перекусить белкой. Начнем с цапли. Цапли так же, как и чайки, с легкостью проглатывают мелкую живность. Видно, что белка боролась за свою жизнь, но шансов здесь у нее практически не было. А вот здесь белка уже покрупней, и после того, как она схватила кусок лакомства и пыталась с ним сбежать, одна из чаек набросилась на нее в надежде отобрать закуску себе, но эта белка решила бороться до конца. Обратите внимание, как белка ловко оттолкнулась лапами от дерева. Вот так чайка без труда расправляется с маленькой белкой, которую проглатывает в качестве плотного обеда. Две белки покрупнее, видимо, и не поняли, куда пропало их потомство. Голодные чайки безразлично, кого она проглотит – белку, утенка или еще кого-то. В этот раз обедом стала крыса. Смотрим последний ролик с белками, в котором видно, что летучий пират явно охотился и ждал удачного случая, когда белка попадет на открытое пространство, чтобы напасть. Но в этот раз белка оказалась намного хитрее и успела вовремя спрятаться под машину, после чего, выбежав с другой стороны, пыталась скрыться. Но на этом ролик обрывается, и неизвестно, что произошло дальше. Чайка против змеи. Змеи, конечно, опасные существа, но мелким змейкам тоже достается от этих пташек. Вот несколько роликов. Здесь чайка каким-то образом поймала змею, которую впоследствии унесла с собой. На следующих кадрах довольно-таки немаленькая змея пыталась вырваться из этого клюва, но чайка упорно атаковала свою жертву, которую в итоге все-таки проглотила, после чего отправилась запить водой и поплавать. Последние кадры со змеями, хотя змеей это тяжело назвать, скорее какой-то огромный червяк или, возможно, ящерица. Ролик плохого качества и не очень понятно. Кто разобрался, напишите в комментариях, что это за существо. А мы переходим к заключительной части ролика, и теперь посмотрим, на что способна чайка против кролика. Вообще многие хищные птицы едят различных мелких зверьков, но кадры, как чайка целиком проглатывает довольно крупного кролика, конечно, выглядят поражающими. Давайте посмотрим нарезку подобных кадров. Oh my god, someone could actually do it. Можно тебя на минутку? А на этом все, друзья. Если вам понравился выпуск, поделитесь им со своими друзьями, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие ролики. Если еще их не видели, переходите по ссылкам. А я с вами прощаюсь, всем пока и до новых встреч.